Режим не устает устраивать показательные порки всех несогласных. Так, вчера стало известно о задержании в прошлом известного футболиста, а ныне автора популярного канала «Чеснок» Александра Ивулина. Расправа была короткой. Уже сегодня журналиста осудили на 30 суток за якобы вывешенный в окне БЧБ флаг. Примечательно, что при обыске в квартире мужчины флаг не нашли. Но судья Александра свою вину не признал. Вместе с ним был задержан и монтажер канала Ярослав Писаренко. Нагрянули силовики также в редакцию «Гродно Лайф», где находился главный редактор канала Алексей Шота и еще 3 сотрудников. Но на этом задержания в Гродно не закончились. Сотрудники ОМОНа ворвались в магазин «Адметность» и задержали его сотрудницу Ольгу Веремеенко. Женщина находится в изоляторе до суда. Из магазина был изъят весь товар бело-красно-белых цветов. Попытка захвата еще одного журналиста произошла и в Минске. Сотрудница Белсата Валерина Кустова сообщила на своей странице в Фейсбуке о том, что в ее квартиру ломятся неизвестные. Сама женщина находилась не дома. Судя по всему, в своем стремлении загасить любую протестную активность режим не намерен останавливаться ни перед чем. С каждым днем все меньше и меньше иностранных компаний хочет сотрудничать с режимом. Так, компания Ravensdown, которая занимается поставками калийных удобрений в Новую Зеландию, отказалась от сотрудничества с Беларусь-Калием. Важно отметить, что Ravensdown покупала в нашей стране около половины общего объема удобрений. Теперь она сменила белорусского поставщика на канадского из-за возрастания напряженности в нашей стране и прямой причастности Беларусь-Калия к этим событиям. Важно отметить, что Беларусь-Калия является фактически спонсором режима нелегитимного. Более того, на предприятии участились несчастные случаи, так как руководством не соблюдаются условия труда, а любые попытки рабочих бороться за свои права заканчиваются задержаниями или увольнениями. Приехал с друзьями в Гомель, 10 минут добирался к площади Ленина. Казалось бы, что здесь такого? Но для так называемых правоохранителей эти простые движения составили целое уголовное дело. На днях по нему состоялось первое судебное заседание. Обвиняемым стал 29-летний житель Речицы Максим Елканов. Для него поездка в областной центр стала роковой, ведь он оказался там 10 августа во время массовых акций протеста. Мужчину, который успел провести в городе считанные минуты, обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие настаивает на том, что Елканов призвал и склонил к участию в противоправных действиях знакомых ему граждан и организовал их поездку в Гомель для активного участия в массовых беспорядках. Обвиняемый свою вину признал. К сожалению, как из него выбивали это признание, мы узнаем не скоро. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы. На белорусской железной дороге появилось очередное ноу-хау. Сотрудников принуждают становиться дружинниками. Об этом стало известно телеграм-каналу «Беларусь Замкадом», получившему в свое распоряжение ответ из Витебского отделения БелЖД на обращение по поводу таких случаев. Как водится, в госструктуре старательно сделали вид, что не понимают, о чем вообще идет речь. Дескать, с молодыми специалистами, которые работают на железке, провели беседу по душам, и те сообщили, что их ни к чему не принуждают и вообще все на добровольных началах. Если человек хочет стать ябатькой и отлавливать ненавистных змагаров, он делает это по зову сердца, а не из-под палки начальства. Однако, по мнению администрации канала, сообщение о том, что на сотрудников все-таки оказывается давление, чтобы те пополнили нестройные ряды защитников лукашизма, скорее всего, соответствует действительности. Впрочем, ничего удивительного, ведь весь стиль правления нелегитимного держится исключительно на подавлении чужой воли, через угрозы и принуждение к тому, что человек при иных обстоятельствах никогда бы не сделал. После того, как США объявили о возобновлении санкций против 9 белорусских госкомпаний, режим решил нанести ответный удар и выкатил порцию контрсанкций. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз. Среди вводимых ограничений – сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Также отозвано решение о работе в Беларуси агентства США по международному развитию. Важно отметить, что с помощью этого агентства в нашей стране были реализованы многие общественно значимые проекты. В частности, организация оказывала финансовую помощь в борьбе с пандемией. Однако слугам незаконного режима, как обычно, плевать на жизненно важное для народа сотрудничество, когда на кону стоит вульгарная месть за адекватные меры против акта государственного терроризма. Впрочем, чиновники Лукашенко предпочитают вторить своему дуче и уверяют всех, что они спасали захваченный самолет от бомбы Хамаса. Как говорится, заставь дурака на Лукашенко работать, он и лоб расшибет. И на этом я прощаюсь с вами до понедельника. А завтра в 17:00 подключайтесь к нашему прямому эфиру с моим коллегой Дмитрием Семеновым. Не только обсудим со спикерами все самое важное за неделю, но и проведем прямое включение с палаточного митинга на литовско-белорусской границе. Берегите себя и живи Беларусь!